Всем привет! В этом видеоролике я хочу рассказать, как модифицировать портативную радиостанцию для прослушивания и работы со спутниками или сетью спутников Сатком. Что такое сеть Сатком, я, конечно, рассказывать в этом видео не буду, так как этой теме посвящено очень много интернет-ресурсов, и любую информацию по данной теме можно найти в интернете, в YouTube и на форумах в сети. Сразу хочу сказать, что видеоролик будет достаточно длинным, потому как, в общем-то, тема затронутая непростая. И я буду рассказывать здесь не просто о модификации и перепрошивке данной радиостанции, а и, соответственно, буду рассказывать про аппаратный мод. То есть, что нужно будет сделать, какие нужно будет внести изменения непосредственно в схеме самой портативной радиостанции. Так что запасайтесь терпением и смотрим. Для начала, как вы уже догадались сами, нам необходимо приобрести саму портативную радиостанцию Zaston M7. Приобрести ее можно, естественно, как всегда, у китайцев на AliExpress. И, соответственно, ссылочка на проверенного и надежного продавца будет, как всегда, находиться под этим видео. Сразу хочу сказать, что раньше китайцы продавали модифицированную версию аппаратную номер 2. Сейчас идет аппаратная версия этой радиостанции 2.1. По сообщениям на форумах в интернете, вторая версия якобы более хорошо поддавалась модификациям. В этой версии можно было выжать довольно неплохую мощность на передачу на частотах Саткома. В этой версии 2.1 мне, в общем-то, не удалось выжать мощность на передачу более 5 Вт. Возможно, кому-то это удалось. Пожалуйста, пишите в комментариях. Я, кстати, готов рассмотреть и также продолжить эксперименты по умощению этой радиостанции. Но, насколько я знаю, из форумов, опять же таки в интернете, есть люди, которые также модифицировали версию 2.1, и им также не удалось выжать мощность более 5 Вт. Хотя в версии 2 многие заявляли, что мощность была чуть ли не 8-8,5 Вт. Ну вот правда ли это или нет, но приходилось людям даже резистором ее немножечко загрубить. Ну еще, конечно, нужно учитывать тот факт, что люди используют разные показометры мощности. И вот в связи с этим могут возникать, конечно, всевозможные чудеса. Я использую для измерения мощности тот же показометр. Его по-другому не назовешь. Чуть позже все это, конечно, покажу, расскажу. Но, тем не менее, разницу больше-меньше он позволяет увидеть четко. Заказывая радиостанцию на AliExpress, сразу же советую заказать вот такой вот шнурочек для программирования от Baofeng. Он вам пригодится в любом случае. Это шнур, по сути, универсальный. Можно программировать и Baofeng, и в том числе и Zaston. Ссылочка на этот шнур также будет под этим видео. Проверенный продавец. Итак, приступим. Для начала нам нужно эту радиостанцию прошить и раскрыть ее на нужный нам диапазон. Это от 200 МГц. Ну, то есть нас интересует частота даже примерно 240 МГц и 320 МГц. То есть это ширина полосы частот, приблизительно в которой работает наша сеть спутников с Сатком. Как это сделать, я сейчас покажу на примере своей радиостанции. Для начала нам необходимо установить программку для перепрошивки портативок. Ну вот ее версия. Собственно, дистрибутив этой программы и все материалы, которые будут показаны в этом видеоролике, они также будут находиться по ссылке под этим видео. Так что можно будет пройти и скачать все необходимые материалы. В данном случае у меня установлена операционная система Windows 10, 64-разрядная, и под этой операционной системой эта программа работает без проблем. При установке там хитростей никаких нету, совсем соглашаемся, не меняем пути установки, устанавливается она без проблем и работает также, запускается тоже без проблем. После того, как установили программу,
Подключаем шнурок для программирования от Baofeng, соответственно, к USB порту и к нашей радиостанции. И запускаем эту программу. У кого установлена операционная система Windows 10, то драйверов, соответственно, никаких устанавливать дополнительных не нужно. Перед тем, как залить новую прошивку в радиостанцию, радиостанцию сначала нужно включить. Естественно, она должна быть во включенном состоянии. И, соответственно, очень желательно сохранить заводскую прошивку. Как сохранить заводскую прошивку, я сейчас покажу. Ну, собственно, у меня уже не заводская прошивка, но это совершенно не имеет никакого значения. То есть, так сохраняется любая прошивка. Заводская, любая другая, какой бы он ни был прошит. То есть, смысл и принцип работ тот же самый, последовательность та же самая. Что мы делаем? Мы сначала жмем кнопочку Red, то есть считываем то, что есть в нашей станции на данный момент. Это обязательно. И еще такая очень важная деталь. Когда включаете кнопочку считывания, обязательно переходим на вот эту вкладку, обратите особое внимание, Radio Information. То есть при считывании вот этот пункт должен быть выделен, и мы должны видеть именно вот эту информацию. Это важно. Если будет выделен вот этот пункт, первый раз просто станция может не прочитаться. Я долго ломал над этим голову и нашел вот такой вот реальный способ. С чем это связано? Ну, это скорее всего программный какой-то глюк. Иначе я пока объяснить не могу, но запомнить это очень важно. То есть считываем, жмем вот эту сразу кнопку, то есть выделяем вот этот пункт. Жмем кнопку Red. Окей, жмем. Пошло считывание. Итак, прочитали мы информацию со станции, то есть нашу прошивку. Далее мы уже жмем Channel Information и получаем все наши вот частоты, которые у нас есть в прошивке, все наши установки по каналам. Ну, в данном случае у меня задействовано два канала, мы видим, А-канал и Б-канал. Вот. В А-канале у меня прописаны все частоты на 145 МГц на двойку, где я работаю там со спутниками, АО-91, СО-50 и так далее. А в Б-канале у меня прописан весь сатком. То есть вы видите вот в моей прошивке, все это я прописывал ручками, вручную, все стволы, все частоты саткома, вот это все я прописывал вручную. И чем она хороша, прошивка? Эта прошивочка сделана на базе участников форума, я попозже расскажу. То есть она модифицирована, здесь раскрыты, естественно, все частоты, радиостанция раскрыта, и плюс улучшена модуляция. И вот на базе этой прошивки я еще забил непосредственно все интересующие меня частоты. В данном случае все они подписаны, очень все логично тут я прописал, чтобы потом не путаться, где, чего и как. То есть первое, название спутника и кто работает на данном стволе, то есть на данных частотах. Вот все у меня здесь есть. Но это не важно, об этом потом. Кстати, эта прошивка также будет находиться в архиве под этим видео, и вы ее можете скачать и забить себе в радиостанцию уже непосредственно со всеми частотами саткома. Итак, мы прочитали нашу родную прошивку или любую другую, неважно. Дальше заходим опять же в раздел Radio Information. Значит, если здесь вот частоты не указаны в родной прошивке, ну, обычно они указаны 134, 174, или бывает вот это поле пустое, но это не важно. Главное, здесь жмем выпадающий список и выбираем вот этот вот второй пункт снизу, 120 на 599 МГц. Все, выбрали, все. Дальше щелкаем два раза мышкой именно по вот этому полю Software App Version. Оп. И видим, у нас выскакивают вот такие вот три чекбокса, где мы должны снять вот эти вот галочки, а отметить только нижний чекбокс. После этого жмем кнопку Save, сохранить. Соответственно, обзываем нашу прошивку как угодно. Ну, я поставлю просто единичку, неважно. И сохраняем. Все, наша прошивка сохранена.
Теперь практически ничего не изменяя, мы выбираем нужную нам прошивку, где она там у нас хранится, жмем Open, жмем, допустим, папку с нашей прошивкой. Ну, в данном случае вот у меня прошивка с частотами Satcom. Выбираем эту прошивку, у нас уже все установки в принципе установились как должны быть. Проверяем в крайнем случае, жмем, что у нас тут прописано, проверяем, та ли прошивка не та, все нормально. Снова возвращаемся в раздел Radio Information. И у нас уже в принципе вот эти вот галочки стоят так, как нужно. То есть последний чекбокс у нас отмечен. И два чекбокса галочки сняты. Жмем кнопку Write. И далее жмем кнопку ОК. Все, пошел процесс прошивки. Процесс прошивки как таковой проходит достаточно быстро и довольно корректно. Далее выключаем радиостанцию и выходим из программы, нажимая кнопку Exit или просто вот по крестику. После всех этих манипуляций по перепрошивке включаем нашу радиостанцию и проверяем, что у нас здесь есть. Ну, мы видим, что сейчас в данном случае у нас включен канал B. Вот он, канал B. И вот, собственно говоря, смотрим, что в этом канале у нас есть. У нас установлен спутник UFO-2. Бразилия 1. Бразильцев, кстати, на спутнике там очень много. Вот Бразилия 1, 2, 3. У меня их 12 каналов, где работает Бразилия. То есть на форумах их называют бабуины. Значит, вот этих вот бабуинов можно слушать аж на 12, собственно говоря, частотах, каналах. И все они проходят громобойно. На антенну 3 элемента яги, да, собственно говоря, даже на дипольную антенну их можно слушать без проблем. Даже в помещении, скажем так. Так что вот эти все каналы у меня забиты. Дальше у меня забит спутник UFO-11. На нем тоже довольно часто присутствует сигнал. Пока я еще не выяснил, что это конкретно за канал и кто там часто бывает. Но очень много тоже станций порой слышно. Вот UFO-11 спутник. Вот этот канал, здесь собираются, как я понял, форумчане. Значит, с форума ВРТП. В РТП есть форум такой, там где, кстати, .ру, там где тоже про Застон М7 достаточно много информации, поэтому очень советую посетить этот форум и, соответственно, посмотреть, полистать ветку форума, там где непосредственно про модификации рассказываются вот этих вот радиостанций и, соответственно, программные моды, все это можно, в общем-то, на форуме выяснить. Едем дальше. Вот также забиты у меня тут каналы, значит, Россия 1, Россия 2, там где русскоязычные наши, так сказать, собратья собираются. Но очень редко, но слышно эти каналы очень хорошо. Также украинский канал, тоже очень большая редкость, что кто-то там сидит, но слышно тоже хорошо. Ну, редкость имеется в виду по сравнению с бразильцами. Ну и дальше вот все каналы, все, что мы забивали программно, все у нас есть. Но прошивка самой радиостанции, естественно, еще не дает возможности принимать нормально спутники Satcom. Поэтому сильно радоваться не надо. И скорее всего, что вы не услышите после прошивки ни одного спутника. Хотя частоты будут все, конечно, забиты, все правильно, все хорошо. Но, во-первых, нам не позволит родная штатная антенна этого сделать. А во-вторых, чувствительность радиостанции на этих частотах будет никудышней. И на этой оптимистической ноте мы переходим плавно к следующей модификации этой радиостанции, так называемой аппаратной модификации. В чем же она заключается? А заключается она всего лишь навсего в перестройке входных полосовых фильтров передатчика и, соответственно, полосового фильтра приемника на частоту 430 МГц. То есть в данной радиостанции существует два канала, как я уже раньше упоминал, канал А и канал Б.
Канал А работает в основном на частоте 100, как мы видели, 124, да, по-моему, там мегагерца, до 180 мегагерц, ну, скажем так, неважно, вот в таких границах приблизительно. И максимум чувствительности, соответственно, максимум мощности передачи приходится где-то на 150 мегагерц в канале А. А канал Б рассчитан для работы на частоте 430 МГц, 450 МГц, ну то бишь где-то приблизительно от 380 до 550, скажем так. Она более-менее работает. Но максимум, опять же, мощности по передаче и максимум чувствительности у этой радиостанции где-то находится в районе 440 МГц. Также нужно отметить тот факт, что эта портативка, она прямого преобразования. Соответственно, вот эти вот все манипуляции по модифицированию, переделке и перетягиванию полосовиков на другие частоты, они, в общем-то, значительно облегчены по сравнению с тем, что если бы это была, допустим, супергетеродинная станция. Ну а теперь более конкретно, что нужно делать. Ну, конечно же, для начала эту радиостанцию нужно разобрать. После того, как разобрали радиостанцию, смотрим номер версии. Красной стрелочкой на фото указано, где этот номер смотреть. То есть мы видим V21. Ну, как я думаю, другой версии у вас просто-напросто не будет. Есть предположение, что будет еще V22, V23, но все они, наверное, будут еще хуже предыдущих. Поэтому, как говорится, спешите успеть. Приобретайте станцию, пока еще есть вот эта версия и пока еще есть реальные варианты модификации. На другой плате мы видим вот такую картинку. То есть мы видим два полосовых фильтра. Вот этот вот обведенный, который в красном квадрате, это тот, который нам нужен и с которым мы будем непосредственно работать. И мы имеем вот этот вот полосовой фильтр, который относится к диапазону 150 МГц. Но наш диапазон, вот он, 450, с которым мы непосредственно будем работать. В данном случае на фотографии это уже модифицированный полосовой фильтр. В чем заключается его модификация? Здесь модификация очень простая, которая, скорее всего, подойдет даже и, в общем-то, не особо то и зрячим людям. Сразу скажу, что есть два варианта модификации. Можно переделать полосовой фильтр путем допаивания конденсаторов поверх существующих SMD конденсаторы, да? Но я вам скажу, они настолько мелкие, что не имея опыта или какого-то более-менее профессионального оборудования, это будет сделать очень-очень тяжело. Особенно людям, у которых зрение, скажем, уже не как у орла, да? Вот, это первая модификация. Вторая модификация, которая больше всего, кстати, подходит к версии 2.1, которую мы видим, которая у нас непосредственно будет, это модификация с помощью перематывания катушек. На первый взгляд это может быть показаться довольно сложно, но поверьте, это намного проще, чем допаивать конденсаторы или просто осуществлять их замену. То есть, что нам нужно сделать? Нам нужно отпаивать поочередно родную катушечку, начиная слева направо. Вот первая катушка. Мы отпаиваем родную катушку, там 5 витков. Соответственно, на сверле 1,5 мм берем сверлышко, которое есть в распоряжении у каждого радиолюбителя. 1,5 мм сверло и наматываем на него ровно 8 витков. И запаиваем эту катушку на место первой катушки вот точно таким образом, как запаяно вот непосредственно на вот этой фотографии. Далее мы убираем вторую катушку, отпаиваем аккуратно и припаиваем свою катушку, у которой уже будет непосредственно 7 витков. Эту катушку мы припаиваем таким же вот образом, как на фото. Другим образом вы ее, скорее всего, не подпаяете. Далее это вот непосредственно ФНЧ. Здесь у нас по 3 витка на родной, так сказать, у родных полосовиков. Мы должны припаять катушечки по 4 витка. Так же само мотаем и припаиваем таким же самым образом. Они прекрасно ложатся на площадке. Это будет сделать очень легко. Ну и последнюю катушку, вот она. Там у нас, по-моему, тоже 4 витка.
мы должны эту катушечку намотать 6 витков и припаять. Собственно говоря, вопрос по этой катушке спорный. Якобы есть такая мысль, что если оставить родную катушку 4 витка, то могут выйти из строя пин-диоды. Вопрос спорный, но чтобы не рисковать, собственно говоря, да, я увеличил количество витков и, в общем-то, теперь спокойный за пин-диоды. В данном случае мы сделали модификацию фильтра, который относится и к приему, и к передаче. Фрагмент этого фильтра, схематический фрагмент, вы видите перед собой. Далее работаем с полосовым фильтром непосредственно самого приемника. Что нам нужно сделать и для чего? Это мы делаем для повышения чувствительности приемника. Не сделав этой модификации, приемник на этих частотах будет все равно тупой, несмотря даже на то, что мы переделали там полосовой фильтр. В данном случае эту модификацию обязательно надо делать. Она очень простая. Здесь мы просто допаиваем конденсатор. Вот красной стрелочкой я указал, в какое место допаять конденсатор. В данном случае, на данной фотографии, он уже припаянный. Конденсатор 10 пикофарад. 10 пикофарад. Можно 11, можно 12, плюс-минус там 1 пикофарад в допуске. В случае чего, в принципе, этот полосовой фильтр можно подрегулировать раздвижением витков. Но на фотографии мы видим, что витки у меня раздвинуты, но потом я сжал полностью витки и оставил полностью катушку сжатыми витками, как это вот вторая катушечка выглядит, точно так же. То есть не нужно ничего регулировать. Если мы ставим на родных катушках, ставим 10 пикофарад, ничего не меняя с катушками, мы получаем максимальную чувствительность в районе от 254 МГц до 265 МГц. Мы получаем чувствительность максимум. Самый пик этой чувствительности будет приходиться на 257 МГц. Для чего это сделано? Для того, чтобы хорошо слышать русскоязычные частоты саткомовских спутников. То, что выше и ниже, в принципе, лично меня особо не интересует. Кого-то, если интересует что-то выше, какие-то частоты, то раздвижением виточка, вот как вы видите в данном случае на фото, можно добиться ухода частоты, вот этого пика чувствительности выше по частоте, допустим, там на 260. Первый раз вот я сделал, когда у меня был максимальный пик чувствительности где-то 265. На этих частотах, откровенно говоря, меня совершенно ничего не интересует, там практически мало кто есть. Фрагмент схемы, с которым мы работаем непосредственно сейчас, вы видите перед собой. Далее, по всем правилам, так сказать, ВЧ-техники, нам нужно согласовать выходной каскад непосредственно на той частоте, на которой он сейчас должен работать, скажем так, 250 МГц. Мы должны подобрать емкостя для согласования, то есть конденсаторы. В первых версиях платы V2 эти конденсаторы нужно было перемещать, один сюда, другой сюда. Я, честно говоря, не могу сказать, насколько это было эффективно и работало ли это как-то лучше, хуже. В общем-то, говорили да, что на форумах была информация, что это имело какую-то разницу. Но в данной версии платы, собственно говоря, перемещение вот этих вот емкостей не играет никакой роли. Единственное, я поэкспериментировал с добавлением емкости суммарной и, соответственно, с уменьшением суммарной емкости. Уменьшая емкость, у нас мощность немного падает. Заметно, причем не немного, а заметно. Процентов, скажем, на 35. Добавляя емкости до определенного предела, суммарную емкость, у нас мощность немного подрастает. Но опять же, это не столь существенный прирост на самом деле. Значит, почему я говорю добавляем емкость суммарную или уменьшаем? Потому что если посмотреть на фрагмент схемы, который перед вами,
то там видно, что все вот эти емкости, они просто-напросто набраны, вот эти конденсаторы, они набраны в параллель. И в этой точке, вот где крестик, и вот эти вот, все конденсаторы, они соединены между собой параллельно. Для чего это сделано? Скорее всего, это сделано, может, вот вы видите вот эти дорожки, это как вроде бы какой-то, да, резонатор полосковый, да, но вопрос очень спорный. Может быть, это сделано для того, чтобы можно было вот таким же образом подбирать конденсаторы для, скажем, оптимальной работы выходного каскада. Ну, собственно, суть в том, что в данной версии платы вот эти вот конденсаторы, вот эту переделку не нужно ничего трогать, не нужно ничего делать, оставляйте их как они есть, и, соответственно, мы получаем оптимальную мощность, и выходной каскад работает в нормальном режиме. Это уже проверено, это испытано. Как видите, вот этот фрагмент, это фрагмент лично моей платы. И вы видите, что здесь процесс по подбору емкостей был довольно такой серьезный. То есть я пробовал и больше, и меньше. И пришел к тому, что в принципе родной набор емкостей и родное положение их распайки, оно является в данном случае оптимальным. Ну и после всех вышеназванных модификаций нам нужно будет накинуть платы, то есть частично собрать радиостанцию. Собственно, можно даже ничего глобально не закручивая, основную платку к дюралевому основанию прикрутить там буквально 3-4 винтиками, накинуть шлейф и, соответственно, проверить хотя бы мощность излучения. Берем, соответственно, любой измеритель мощности, который у вас есть под рукой. Ну, в данном случае у меня Суриком. Я покажу чуть позже, что у меня получилось по мощности. Но у вас может быть другой. Но ссылочку на этот измеритель мощности, который у меня также был приобретен на AliExpress, также будет, я выложу под этим видео. И можете зайти и, собственно, заказать себе. Измерили мощность. И видим, что мощность, например, составляет там 4 ватта, допустим, на частоте 290 МГц. Ну, я обычно стараюсь подогнать мощность, чтобы она была где-то на 297 МГц. Должен быть максимум. Желательно, очень желательно. На этом фото представлен резистор, на этой плате есть APC. Резистор, которым мы можем, в принципе, подтянуть мощность, то есть добавить мощность или уменьшить, скажем так, загрубить. Вот стрелочками красненькими показано, в каких точках я мерял сопротивление этого резистора на всякий случай. Его перед тем, как крутить, нужно замерить сопротивление вот в этих точках, для того, чтобы вы могли вернуться в начальное положение. То есть у меня вот в данном случае на нетронутом резисторе получилось 29,5 кОм. Должен сказать такую вещь, что чем больше я увеличиваю сопротивление, соответственно меряю в этих же точках, максимальное сопротивление там составило 43 кОм, тем больше мощность. Чем меньше это сопротивление, соответственно мощность падает. Это так, чисто опытным путем. И в данный момент я просто-напросто оставил сопротивление 40 кОм. То есть практически дал максимальную мощность. Но эта максимальная мощность у меня составила всего лишь навсего на частоте 280 МГц 5,5 Вт, а на частоте 297 4 Вт. Или, по-моему, даже там 4,5, я покажу чуть позже. Ну, собственно говоря, что-то с него выжать вот этим резистором мне лично не удалось. Если кому-то удалось, пишите в комментариях, всем это будет интересно, в том числе и мне. Ну а сейчас снова перейдем к радиостанции, и я покажу результаты замеров, что у меня получилось по мощностным характеристикам. Смотрим результат. Вот таким вот образом у меня подключена радиостанция, вот наш приборчик. Соответственно, на 50-омную нагрузку. И видим, что на частоте 280 МГц у нас мощность 5,5 Вт. КСВ, естественно, в норме 5,5 Вт.
Едем дальше. На частоте 290 МГц мощность сваливается уже до 4,5 Вт. Ну и 300 МГц мощность уже практически 3,5 Вт. Ну и чтобы понять, насколько эта мощность правдивая, я взял вот для примера свою боевую лошадку, радиостанцию Квашинг, которая у меня уже, наверное, лет 8 служит всей верой и правдой. Ну и вот сейчас мы посмотрим. В этой радиостанции завод-изготовитель заявляет мощность 5 Вт. Ровно 5 Вт на двух диапазонах. Двойка и, соответственно, 430 МГц. Ну, я сразу выставил 435 МГц. И на этой вот частоте мы сейчас просто проверим приборчик с уриком. Ну и как видите, на этой частоте мы получаем где-то тоже 4 с копейками ватта. При КСВ ровная единица. То есть, как видите, где-то приблизительно в этих пределах. Но есть подозрение, что все-таки этот приборчик немного мощность занижает. Ну и если этот прибор действительно занижает немного мощность, то это нам дает надежду на то, что все-таки на 295-297 где-то 4,5 Вт все-таки есть. Но в общем-то, думаю, этого будет достаточно для работы со спутником. Что касается чувствительности после данной модификации этой радиостанции, то здесь все хорошо на самом деле. Да, я действительно очень хорошо слышу частоты спутников. Буквально на импровизированный диполь. Либо там вот 3 элемента у меня антенку я сделал. Причем сделал буквально за 15 минут эту антенну на деревянной рейке. И я практически в условиях квартиры я принимаю и бразильские станции, и наши. И я даже был очень сильно удивлен, когда я на даче начал принимать эти станции, зашел в металлическую будку, и даже там я принимаю, ну уже, конечно, с шумком небольшим, но даже там я принимаю, в общем-то, станции. Вот и все, что касается данной темы. В следующих выпусках я постараюсь показать, какие я буду использовать антенны для работы через каналы Сатком. Это будут, скорее всего, 4-элементные яги, отдельные на прием и передачу, которые будут работать через сплиттер. Ну, обо всем этом подробно уже в следующем выпуске. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Ну и, соответственно, подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Так что всем пока, до следующей встречи.